фокусируемся только на ритейле. Святой Грааль – это customer должен быть happy. В этом видео вы узнаете, как правильно оценить и выбрать проект для инвестиций. Просто карман подставляет, туда насыпается. Покажи мне, сколько я лично заработал уже. Мы не хотим потерять нигде ни копейки. Меньше рисков, больше свободы. Ну, второй паспорт нужен. Давно надо было сделать не второй, а третий и четвертый. Я не продаю кашкайш. Я рассказываю, как мне здесь. Я уверен, что этот выпуск будет в этом ключе полезен для вас. Погнали! Друзья, всем привет! С вами Анатолий Таев. Сегодняшний выпуск будет на тему полезных инвестиций, хорошего места для переезда и миграции, а также на тему второго гражданства. Эту тему будем обсуждать с моим клиентом и хорошим другом Андреем Козиным. Андрея я знаю уже больше 10 лет. Он кофаундер SEO Club, а также генеральный партнер инвестиционного фонда. Мы встретились с Андреем для этого видео на рассвете. Расскажи про этот свой ритуал утренний. Мне очень нравится просыпаться рано утром. Где-то в среднем я просыпаюсь в 5:30, 5:40 без будильника. В это время вот такая красота. В этой истории как бы ты купаешься и вообще наполняешься энергией. Класс. Обожаю. Да, кайф, каждый раз по-разному. Вот эта вот картинка, которая меняется каждую секунду, ну, она о мире, он меняется, да, но в нем есть все ответы на почти все вопросы. Прошло уже около 3 лет, как Андрей переехал со своей семьей в Португалию после просмотра моих роликов. Теперь он мой приятный, прекрасный сосед. Ты вообще слышал такое слово кашкайш до переезда? Ну, я от тебя его слышал, твое прекрасное видео дало как бы картинку о том, что тут, ну, имеет смысл подумать об этом. А был раньше здесь? Не был, первый раз приехал, но я прям почувствовал, что это мое место, но это я. Дети тоже хорошо адаптировались, им прям тоже все понравилось. Но вот моей любимой жене было тяжеловато, ну, то есть бы стресс, война как бы, и она хотела быть ближе к Украине, но вот огромный плюс этой локации, что каждый день она говорит, какое прекрасное место. У тебя там все было четко по критериям, но я больше по ощущениям живу. По ощущениям прям мое-мое. Мне кажется, мы продолжаем в моих роликах только уже с гостями продавать кашкайш. Я не продаю кашкайш, я рассказываю, как мне здесь. Наверное, важное самое в локации, кроме вот этой шикарной погоды, океана, там всех плюсов, там образования, там, понятно, всем логически можно, это все-таки социум. Угу. Ну вот мой рейтинг социума здесь он номер 1. Да, вот так. Да, вот так вот, да. А как выделишь кашкайш среди других локаций, вот именно с точки зрения комьюнити? Потому что есть же у нас, не знаю, Лондон, Вена, Барселона, Дубай. Мое ощущение в разных городах совершенно разное, и больше всего мне нравится как раз здесь. Здесь это очень маленькая локация, при этом концентрация людей интересных просто невероятная. Я не понимаю, сколько здесь местных людей, но по моим ощущениям их сильно меньше, чем людей, которые приехали сюда. Соответственно, это комьюнити экспатов, которые что-то построили интересное где-то, потому что это страна, Португалия, не для того, чтобы здесь делать бизнес, это страна, в которой интересно жить. Сюда очень приехало много очень-очень интересных украинцев. SEO Club, очень сильные люди здесь, и мы постоянно там встречаемся, общаемся. Здесь еще была такая вот история до 31 декабря NHR. Это формат, когда от доходов за пределами Португалии, если это дивиденды, роялти и аренда, ты получаешь нулевую ставку. И много очень интересных людей, которые уже создали белые бизнесы за пределами Украины, как раз и посмотрели на эту локацию. Потому что кроме Португалии, ну это было, есть еще пока у Кипра, но это остров, есть Мальта, есть Монако, Лихтенштейн, Люксембург. Ну, Италия, Греция по 100 тысяч. И Италия, Греция по 100 тысяч. То есть вариантов не так много. И Англия закончилась. Англия закончилась, да. Ну и Португалия закончилась, но да. Я думаю, что это не повод не рассматривать эту локацию. Вот, кстати, хорошо, что ты эту тему завел. Вот смотри, в Португалии закончился безналоговый этот режим для физлиц. А если бы ты не успел на него податься, выбрал бы тоже подался. Тут есть, во-первых, новый NHR, как они называют, на 2 года.
Это для таких вот кочевников цифровых. Ну, место просто прекрасное. Андрей мой клиент. С помощью моей компании он получает гражданство Гренады. Это одна из стран Карибского бассейна. Почему решил делать второй паспорт сейчас? Ну, второй паспорт нужен. Давно надо было сделать не второй, а третий и четвертый. Ну вот начал пока, пусть будет второй. Что знаешь про теорию флагов? Мир меняется, не очень понятно, что может произойти. Соответственно, документы должны быть разных стран. Думаю, Южная Америка тоже мне такой паспорт нужен. Бизнесы в разных странах, в разных валютах доходы. А расскажи про диверсификацию с точки зрения твоих бизнесов, где они находятся и о чем они. Ну, бизнес Focus Estate Fund – это доходы не только в евро, а еще и в UK, в фунтах. И Art Village – это Америка. В Остине мы строим дома, там зарабатываем в долларах. То есть, по сути, портфель из доходов, номинированных в 3 валютах. То, что мы в Польше получаем в злотых, ну, это как бы очень условно, потому что контракты в большинстве своем подавляющем, они зафиксированы в евро. То есть это доходы в евро, в UK доходы в фунтах, в Штатах доходы в долларе. Это, по сути, такая правильная теория флагов, когда наши инвестиции не зависят от одной страны, а распространяются в разные государства. Меньше рисков, больше свободы. Андрей – генеральный партнер инвестиционного фонда Focus Estate Fund. И в портфеле фонда ритейл-парки в разных странах Европы. На сегодняшний день это Великобритания, Польша и, насколько я знаю, они рассматривают также дополнительные проекты в Германии, Испании, Португалии и других странах. Я решил поговорить с Андреем и его партнером Максимом про их инвестиционный фонд, о плюсах, минусах разных инвестиций, о рисках. В чем заключается стратегия вашего фонда? Мы не покупаем отели, мы не покупаем офисы, мы не покупаем жилье, мы фокусируемся только на ритейле. Исключительно. Когда мы говорим про ритейл, мы не говорим о всем ритейле. Шоппинг-моллы мы не берем, аутлеты мы не берем, департмент-сторы мы не берем, хай-стрит мы не берем. То есть мы берем только convenience ритейл с упором на ритейл-парки. Это ритейл, который продает товары первой необходимости. Продукты питания, аптека, товары для животных и так далее, и так далее. Мы не смотрим на маленькие объекты, мы стараемся не покупать что-то меньше там 7 тысяч. Мы не смотрим на слишком большие объекты, то есть которые там 100 тысяч плюс метров квадратных. То есть мы смотрим на средний сегмент. Мы не хотим масштабироваться за пределы этого фокуса, потому что здесь мы хорошо понимаем, мы видим, что эта часть ритейл-активов – это та, где у нас больше всего опыта. Я лично успел проинвестировать в фонд Андрея и Максима уже около года назад и получил хорошую доходность. Давайте разберем, как работает актив на моем личном примере. Слушай, давай вернемся к моему шкурному вопросу личных инвестиций. Покажи мне, сколько я лично заработал уже. Я бы, честно говоря, эти цифры не называл, потому что я не хочу завышать ожидания. Окей. Таргетируем мы достаточно высоко. Понятно. То есть мы рвем попу, чтобы был максимальный результат, но сейчас сказать, сколько это будет, понятно, согласен. А потом оно будет на 2% меньше. У нас задача номер 1 – это не потерять, а уже задача номер 2 – заработать. Okay. Поэтому мы выстраиваем всю операционную деятельность, исходя из того, что мы не хотим потерять нигде ни копейки. Это не тот бизнес, если бы мы хотели иметь эти риски с потерей, мы бы пошли в биткоины, там доходность повыше, я слышал. Святой Грааль – это customer должен быть happy. Вот и все. Это сложно померить, конечно. Но вот если он happy, он сюда ходит, тогда он сюда тратит здесь деньги, тогда обороты товарообороты у арендаторов растут, тогда они могут ставку себе позволить более высокую, тогда у нас больше денег, тогда мы можем больше денег распределить на инвесторов, и они тоже happy. То есть если customer happy, наш инвестор happy. Почему выбрали, собственно, Польшу, Чехию, Италию и Великобританию? Классный вопрос. Да, смотри, почему? 2 критерия. Первый критерий – ликвидность. Мы смотрим на рынки, у которых высокая ликвидность. Что значит ликвидность? Это количество инвестиций, которые идут в эту область. Мы смотрим, сколько в прошлом году было продано торговых центров, на какую сумму. Какой у вас шорт-лист стран, в которых вы выбираете объекты? Только с большими рынками. Только с большими рынками. В Норвегию мы не пойдем, потому что слишком низкие ставки капитализации. В Грецию мы не пойдем или там в Хорватию, потому что слишком низкая ликвидность.
А в Венгрию мы не пойдем, потому что Рубль отстает. Потому что ты потом пойдешь в суд с кем-то выяснять отношения, а там юридическая рулетка. Там, кто больше внесет, то ты более прав. А Португалия тогда почему рассматривается? Ну, есть такое впечатление, что по этим критериям подходит. Пойдем сейчас смотреть торговый центр. Двухэтажный, недалеко от центра Лиссабона. Нам сообщили, что здесь достаточно низкая цена за аренду в среднем. Соответственно, мы видим потенциал ее увеличения. Все должно стоить дешево. В целом идти чуть-чуть в такую сторону плохо с управлением. То есть быть какие-то дефекты, которые позволяют нам купить дешево. А мы эти дефекты, понимая как, быстро устраняем и возвращаем торговый центр к кривой роста. И, соответственно, как только у него растет постоянно доходность от этого торгового центра, то и растет цена. То есть это капитализация, которая в итоге после всех улучшений, там, условно, за 5 лет, она приведет, ну, в лучшем случае, там, в 2 или более раза к увеличению цены. То есть если сравнивать торговый центр с человеком, то есть это парень, который на велосипеде ездит, там, кроссфитом занимается, это не наш кандидат. Вот если при этом он уже лежит на аппарате искусственного обеспечения, Тоже не наш. это тоже не наш кандидат. А вот тот, который ходит, что-то у него спина болит, что-то он кашляет, что-то, да, что-то не то, давление, что-то скачет. А вот это, ой, это к нам сразу. Это большой торговый центр с точки зрения чека. 45 тысяч метров квадратных, чек больше там 40 миллионов евро. Мы ищем форматы, которые стоят, грубо говоря, от 10 миллионов. Какой-то сложный очень объект. Он еще жив, да, как бы, но это цифра, которая малодоступна мелким ребятам. Но при этом и нет крупных, потому что крупные ребята смотрят на 50 миллионов плюс. А мы любим до 40 миллионов смотреть. Ну, то есть идеально там вообще там 30. А 30 миллионов для крупных ребят – это вообще ни о чем. Их там нет. И получается, с 10 до 30-40 миллионов, кроме нас, там буквально еще несколько ребят, которых мы знаем. И если все посмотрели и не хотят купить, то это наша возможность, особенно на малоликвидном рынке, купить на очень-очень на выгодных условиях. Вот чек-лист, вы приезжаете в торговый центр. Какие вещи отслеживаете, когда выбираете для покупки? Ну смотри, я записываю все, что надо улучшить. Вот я нахожу там, что-то погнулось, поломалось, отвалилось. Вот первая проблема, видишь? Есть заезд, но его нет. То есть технически он построен, но фактически они прям вколотили эту штуку и не пускают. Скорее всего, там внизу у них настолько много паркомест, что не нужен минус второй. А для тебя это знак сразу обратить внимание, да? Ну, конечно, значит, не хватает трафика. Потому что если бы трафика было достаточно, то, ну, они бы не... Смотри, если бы здесь было невозможно припарковаться, они бы не перекрывали минус второй. Разметка, видишь, какая она там, давно ее не красили. Ну, то есть, в принципе, оно так не должно быть. То есть, ну, А на что это влияет? Ну, видно же разметку. Смотри, это не ужас, но это говорит о том, что уже очень сильно экономят на обслуживании торгового центра. Ну, то есть, вот клининг, посмотри, по поводу мусора, вот такой грязи прям. То есть, вот смотри, вот эти штуки, ну, их же можно обклеить, и оно так не будет выглядеть обшарпано. Смотри, впечатление твое, ты не будешь обратить внимание на эти вещи. Но на подсознании Но в где-то... подсознании ты не поедешь сюда через какое-то время, если вот это дальше будет продолжаться. Вот, явная проблема. Смотри, у людей построен минус второй этаж. Я хочу приехать и сразу запарковаться, а не ездить по всем рядам. Они экономят работу траволатора, это электричество, клининг они экономят, освещение они экономят. Но они убивают мое удобство. Угу. То есть мы, если это покупаем, мы сразу это открываем. На что сразу обращаешь? Вот смотри, вот дешманская мебель, как бы, да, она сразу же понижает класс торгового центра. Вот здесь неудобно сидеть. Вот реально неудобно сидеть. То есть вот такую штуку зачем-то купили. Дерево это хорошо, но если бы оно было мягкое, большое. Есть мужчины, не любят ходить, а жена куда-то пошла. То есть он бы тут себе спокойно посидел, повтыкал, он говорит, да, пойдем, любимая. Кто не хочет ходить вот прям все магазины, ему нужно комфортное место, где посидеть. Я его здесь не вижу. Мы ставим эти очень удобные места и зарядки. До того, как мы приезжаем на объект посмотреть глазами, есть огромное количество работы, которое проделывается. Есть порядка 80 критериев, по которым мы смотрим. Это вот население, catchment. Вот, например, если взять этот актив.
город тут достаточно депрессивный был. Вот в городе, конкретно в этом, там, по-моему, 26 тысяч человек живет, по памяти. Но при этом кетчмент, то есть 10 минут на машине, это а-ля 160 тысяч человек. Муниципалитет, если весь смотреть, это а-ля 200 тысяч человек. Ты когда приезжаешь сюда, ты смотришь, ага, а вот тут вот новый район строится. И ты понимаешь, что это жилые здания для upper medium класса. Вот эти все ребята, это ребята, которые будут ходить сюда. Порядка 5 миллионов человек в год сюда приходят. Ну, а как ты понимаешь, например, трафик, локацию, допустим, ты приезжаешь в незнакомое место? Посмотри, надо все равно пожить, именно пожить. И приехать к объекту там, 100 плюс раз, в разное время, в разные дни. И не только к своему объекту, а к объектам конкурентов, то есть, с которыми этот объект конкурирует за трафик. Эти ребята могут здесь жить, да, но что-то тут быть не нравится, и их тут может не быть. До конца все понять невозможно. Иногда мы заказываем маркетинговые исследования, чтобы прям совсем замерить все эти вещи. Мы покупаем GSM-данные. Какие симки сюда ходят, во сколько они ходят. Эти же симки ходят в какие другие магазины. То есть наши данные продаются очень хорошо, да? Обезличенные. Это соответствует GDPR, невозможно определить, что это конкретно ты ходишь. Тут важно не аппроксимировать эти данные на все время. Если я приехал в четверг в 11 часов, это не значит, что так тут все время. Но если я приехал в четверг 11, в четверг вечером, в субботу, проехался за это же время по конкурентам, у тебя складывается плюс-минус какое-то неплохое впечатление, которое очень хорошо дополняет те данные, которые мы получили от продавца. Всего. Есть буквально там 5 параметров, которые могут тебе дать понимание фундаментала. Да, супер, какие? Динамика товарооборота – это не твоего товарооборота, это товарооборота арендаторов. Они растут, они падают, что с ними происходит? Динамика футфола. Как люди ходят, больше или меньше? Это не столько важно, что вот сейчас было 10 человек, а сегодня 15, сколько в динамике, да, насколько это увеличивается. Дальше, OCR. Это соотношение оборота к тем платежам, которые несет арендатор на торговый центр. Это, по сути, показатель, который тебе говорит, насколько здоров арендатор. Средние ставки. Бывает все хорошо, с бизнесом все хорошо, но средняя ставка высокая у торгового центра. Если он высокий, мы не покупаем, потому что это движение вниз по цене. То есть мы сначала получим гэп, а только потом, может быть, отрастем вверх, но это как бы нужно его пройти, как бы это сложная история. Delinquency. А это задолженности арендаторов. Вроде бы в контракте у тебя написано, что он 9 евро должен платить за метр квадратный. О, класс, бренд хороший, все. А ты смотришь, а не оплачивает он. Или оплачивает, но с задержкой, или хронически не оплачивает сервисную аренду и так далее. И delinquency тоже это что-то, что важно в динамике. Как происходит оценка торгового центра? Ты берешь чистый операционный доход, умножаешь его на ставку капитализации. То есть, грубо говоря, если 5 евро на метре квадратном прибавили куда-то, и таких метров квадратных 10 тысяч, предположим, то ты берешь 10 и умножаешь на эти 5 прибавленные, умножаешь на 12 месяцев, и потом ставка капитализации, например, 10, это значит, что 10% годовых, то есть еще на 10 надо умножить эту цифру. Вот это вот все, что просто снесло из стоимости торгового центра вот на следующий день. Или приросло. Если мы взяли ребят, у которых было 5, раскачали всякими маркетинговыми фишками, обучили даже их персонал, сделали информацию, которые мы, на людей, которые пришли к ним, и у них прет. Совокупно вот эти факторы, они дают тебе представление о том, вот как кровь и плоть, да, какой пульс у этого ритейла. Ну смотри, зомби-апокалипсис раз, ядерная война 2. Люди взяли и уехали отсюда. Все, вот эти дома им не нравятся, они куда-то все ломанули. Это последствия зомби-апокалипсиса. Да, если брать зомби-апокалипсис. Риск войны. Вот знаешь, сколько там, 5 лет назад, наверное, все думают, Какая война? А сейчас люди такие, так, подождите, что, где вы покупаете торговый центр? В Польше? Не знаю, я слышал, что война может быть в Польше. Вот эти вещи люди уже начинают как-то продумывать и анализировать. Нашли английских страховщиков, которые страхуют военный риск. Военный риск при участии России и Соединенных Штатов. Вот такие. Да, уже такие. Ну, да. потому что без спроса появился продукт. Потому что в военных рисках есть традиционное ограничение, там, когда нужно... Вот если Россия участвует, там одна из... Британия, Штаты. 2 из 5 стран, Россия, Штаты, Китай, Британия, Франция, по-моему. Вот если кто-то из этих два из этих 5 участвуют, все, не покрывается. Любая коммерческая недвижимость делится на 4 сегмента с точки зрения рисков. Это грубо говоря, risk-based definition approach.
Core — это вот только построили, только сдали. Ну, то есть делать тут нечего с точки зрения управления. Просто карман подставляет, туда насыпается. Core Plus — это когда у тебя допускается какая-то вакантность, там 5%. Средневзвешенная длина арендных контрактов, ну, уже чуть-чуть уже времени прошло, уже там уже 4 года и так далее. Оппортунистический, самый крайний, да, самый рискованный, это вот торговый центр есть, а арендаторов нет. Пустой. А value added — это что-то вот посередине между Core Plus и оппортунизмом. То есть у вас, получается, не просто Другие деньги фонд, нужны. который распределяет деньги ваших клиентов, инвесторов, а у вас конкретно занимаетесь операционным бизнесом. Ну, естественно, это... Это очень бизнес. большой операционный По сути, бизнес. даже больше операционный бизнес, чем фонд. Да. А есть же системы, которые, по сути, помогают управлять всеми этими опытами. БМС. БМС что это значит? Building Management System. Что делает Building Management System? Управляет энергоэффективностью в твоем здании. И когда ты настраиваешь там правильные сценарии, то это тебе позволяет экономить до 40%, например, электричества, которое ты потребляешь в целом по общим зонам. Вот это 45 тысяч метров сдаваемых площадей. На этом объеме внедрение БМС-ки с правильными умными настройками позволит тебе экономить где-то 50-70 тысяч евро ежемесячно. А БМС сколько стоит? Разное бывает. Ну, порядок на такой объект, я думаю, что это может стоить там 300-400 тысяч евро. Ну и зарядки, ты упоминал, все машины ставят, то есть солнечные батареи и зарядки. Но это когда у тебя избыточное потребление, ты за какой-то период времени, когда никому не надо, вот в Европе говорят, часто цена со знаком минус. На самом деле никого не чарджат на минус, ты просто можешь не использовать солнце, отключить его и не отдавать. Но зачем тебе его отдавать за ноль кому-то? Ты говоришь, а у тебя сейчас по 5 евроцентов электрозарядка, у тебя их там сколько угодно. Ну, у тебя сразу микрорайон, люди же, понимают, им приходит смс, что вот тут 2 часа или 3 часа, а это же синхронизируется. У нас по 5 центов. Ну, вот они поставят машины, куда они пойдут? А дома 20 центов заряжаться. Или 30. 4 раза разница. 4 раза, например. И ты себе получаешь трафик. Которые вот люди приехали, поставили там, не знаю, 100 машин, включили и пошли что-то кушать. И потратили у всех этих ребят, поднялся оборот. Эти ребята вернули тебе. Ты на самом деле на эту электрику не по 5 продал. Может и по 40 в итоге, если суммарно посчитать, потому что многие же платят еще процент с оборота. Понятно. Тут бизнес в трафике. Кроме Максима и Андрея, я также пообщался с разными инвесторами и получилось выделить таких топ-5 критериев по выбору объекта для инвестирования. В общем, этот список в описании под этим роликом. Если вам интересно, скачивайте его. Свой миграционный бизнес я запускал больше 10 лет назад, это был 2011 год, с целью получения этой свободы перемещения и не зависеть от одного государства. И в дальнейшем, после моего проживания в разных странах, философские вопросы все больше и больше поступали в мою практику. Я начал общаться с Андреем на эту тему. Он посоветовал мне один философский клуб, в котором он учится уже более 5 лет. Философия пришла давно в мою жизнь. Я очень обожал ее еще в школе. Я помню, как я читал Платона, и я видел там вот совсем другое, чем я вижу сейчас. Вот второй раз очень глубоко в мою жизнь пришла философия. Пригласил Олег Бобнер, он возглавлял ЦИСКО в Украине и в большом количестве стран. И он пригласил, давай пойдем заниматься вдвоем, как студенты, к Андрею Баумейстеру. Занимались мы с ним, наверное, около 2 лет. Но вдвоем, классно, но мы решили, надо как-то расширять комьюнити. И мы пригласили членов SEO клуба. И очень быстро это превратилось в движение внутри SEO клуба. Для меня бизнес и философия находятся в очень тесной связке. По сути, философия — это как навигатор, который позволяет не сбиться с пути во всех сферах жизни, будь то бизнес, семья, все что угодно. Андрей пригласил меня в философскую группу, где я, собственно, нашел этот навигатор. Наша группа стартовала с изучения и глубокого погружения в стоицизм. Суть стоицизма есть искусство жизни. Поэтому стоицизм – это та философия, которая помогает человеку прожить наилучшую жизнь. Что сделал стоицизм? Первое важнейшее, что он сделал, он открыл внутренний мир.
как Колумб открыл Америку, так вот он открыл новый мир, внутренний мир, но он тем самым и сотворил внутренний мир. То есть раньше внутреннего мира не было просто у людей. И тем самым человек обрел опору в самом себе, индивид. То есть, другими словами, теперь уже, говорится, мир исчез, да здравствует мир, он во мне. Философия вообще штука очень беспокойная. Одно из ее главных призваний в культуре – это подвешивание очевидности. То есть то, в чем люди живут, это так нормально, правильно. Философия подходит и говорит, а вот что-то здесь не совсем так, как вам кажется. У каждой очевидности, у каждого смысла есть свой ресурс. И, может быть, ресурс исчерпан, а он все практикуется. Да? И тогда мы как бы живем в неком довольстве, и как раз мы пропускаем те вызовы, те изменения, то есть вот тот момент, когда нужно меняться. А мы не замечаем, мы довольны. Хорошо. Вот философия, она как бы как такой петух, который кукарекает, еще спать хочется, а он уже кукарекает и будет тебя. Вот как этот человек, который с философией не соприкасался и который, возможно, имеет ошибочное мнение о том, чем является философия, прийти к правильной философии, с чего ему начать? Чтобы быть причастным к философии, совсем не обязательно читать философские трактаты. Местом начала философии является отнесение человека к самому себе. Человек, для которого его жизнь и жизнь вообще не составляет проблемы, для него философия просто не нужна, не нужно заморачиваться. И только человек, который проблематизировал свою жизнь, возникла у него какая-то головная боль. Вот тут философия приобретает смысл. Она начинается с способности человека мыслить самому и попытки мыслить самому. Не воспроизвести чье-то мудрое осуждение, а что-то подумать от собственного лица. Я думаю, что многие, например, услышав это, меня совершенно искренне не поймут. Так я же все время так думаю, а кто за меня думает? Вот. Но это, знаете, это примерно, как вот есть интересный опыт. Человека просят нарисовать, нарисуй несуществующее животное. Вот просто возьми его из своей фантазии. Говорят, какие проблемы? Вот начинают люди рисовать. Но когда посмотреть, что они нарисовали, они нарисовали летающую корову или льва, с рогами или что-то еще. То есть они рисуют химеры. Они просто из существующего делают комбинаторику. Это же нет, это все есть. Вы просто склеили разные части. А вот нарисуйте что-то такое небывалое. Небывалое животное. И вот тут-то, простая задача, но решаемая крайне сложно. Вот так и здесь. Вот собственную мысль подумать. Собственное мышление – это и начало философии, и, собственно, ее источник. Мой канал будет смотреть аудитория, которая, возможно, не знает ни меня, ни вас, ни Андрея, но что-то их зацепило в этом диалоге. Что можно такое маленькое сделать, где не будет сопротивления? Это задуматься о самом себе. То есть реально о себе подумать. Нужно понимать, что философия, на самом деле, она ничему не учит. То есть она не есть совокупность предписаний, знаете, как какие-то моральные системы. Делай А, будет Б. Да. Делай так, вот такие алгоритмы, будет тебе счастье или что-то еще хочешь. Нет. Философия совершенно ненавязчива. Она помогает в том, чтобы найти, определить те вопросы, на которые стоит искать ответ, и помогает их сформулировать так, чтобы ответы получились продуктивные. Для меня Пролеев прямо какой-то космос, и я помню свои ощущения, я хотел эти ощущения подарить тебе. 3 интеллектуальных упражнения, которые ты делаешь за последнее время, и что они тебе дали? Самое мое любимое – это театр. Это когда собирается большая группа, мы прям договариваемся, и абсолютная 100% импровизация. Каждый выбирает роль, которая, может, вообще не существовала в произведении, и от этой роли каждый дает фразы, никто ни о чем не договаривается. Это просто вообще волшебная история. Что это дает? Быть собой, какую-то гармонию с миром, ощущения других, придуманные персонажи. И все это оживает до такого, что мурашки просто. У меня, я просто кайфую от этого. Второе – это написание произведений. Это очень похоже на театр, потому что ты реализовываешь себя
в том, чего не существовало. Третье – это глубокое разбирание. Ну, я обожаю, например, Марка Аврелия, когда мы берем несколько предложений, либо Эпиктета, либо других интересных, и проходим все стадии. Самая любимая моя – это медитация, милета по-гречески. Угу. Поэтому, когда говорят, что медитация, она вся на Востоке, это не так. Она есть везде. Надо только искать и найдешь. Зачем к тебе стоит точно обратиться? Вот, скажем, с точки зрения там, совета, менторства, в каких вопросах можно сказать, что супер классно разбираешься, и что тебя параллельно еще и драйвит? Ну, меня драйвит делиться, но сказать, что я вот эксперт в чем-то, я тоже учусь, и каждый день учусь, и вот немножко стараюсь становиться лучше. Я могу показать, где обманывают девелоперы, где они рассказывают не то, и на интуиции, и в цифрах. Или, знаете, мягкие вопросы, чтобы люди, которые собираются, увидели, где тут оно не совпадает немножко. Окей. То есть я могу быть просто экспертом, помочь поработать с рисками. Закат классный, да. Какой прекрасный день. Видишь, у тебя сегодня рассвет и закат. Да? Все наловили. Спасибо. Вау.